Всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Сергей, рядом с мной Слава. У нас сегодня на обзоре Discovery Set от всем известных молекул. Здесь 5 молекул. 1, 2, 3, 4, 5 и 5 эсцентриков. Лично я не понимаю, зачем мне так разделяют. По-моему, это странно. И я все время путаюсь с этими названиями. Да. Вот. Это все Газошоин или там еще кто-то был? Газошоин. Не знаю. Парфюмер — это его личный бренд. Он основал его в 2006 году. И это был прорыв в парфюмерии. Он начал использовать только синтетические вещества и с одной молекулой, всего с одной нотой. Да, и многие люди не слышат первую и вторую молекулу. Я не уверен на свой нос тоже. Вообще у меня было на самом деле предвзятое отношение к этому бренду. Мне кажется, это все какое-то надувательство и маркетинг. Но, может быть, этот сет изменит мое мнение. Я его не разнашивал, Слава его, я знаю, разнашивал. Ему нравится больше этот бренд. У тебя, наверное, что-то было раньше, да? У меня 5-я молекула, эсцентрик есть. Ну, в Отливанте, не целый флакон. Мне нравится. А ты целый хотел бы? Нет. Почему? Пока что ничего целого офлаконить я бы не хотел бы из этого бренда. Особо ничего не запало в душу. Может быть, сегодня изменится твое мнение. Угу. Что ж, наверное, я предложил бы идти по порядку. И, наверное, их также и выпускали. Вначале молекула первая, потом эсцентрик первая. И начнем с молекулы первой. И с самого утра ничего я сегодня не наносил, чтобы хоть почувствовать хоть что-то. Потому что здесь единственная одна молекула заявлена, это ISA Super. То есть это нечто синтетическое, оно в основном используется как закрепитель ароматов, так понимаю, но имеет, по идее, какой-то древесный оттенок. И, как говорит бренд, надо наносить на кожу, чтобы понять, как раскрывается этот аромат. Слушай, я слышу. Но я тоже сейчас слышу. Довольно отчетливо слышу. Вот когда в магазине ты находишься, наверное, из-за того, что перемешивается в воздухе куча запахов разных, их плохо слышно. А вот дома, когда хорошо, я даже слышу нормально. Вот. Какая-то цитрусовая свежесть. Да, вот есть что-то такое а-ля цитрусовое, а-ля химозно-металлическое-минеральное. Вот честно, в древесность меня вообще не уносит, меня больше в минеральную сторону. Это, возможно, еще бумага. На коже, конечно, он может раскрыться совсем по-другому. Я думаю, что вот эти просто молекулы, которые 0,1, 0,2, надо наносить на кожу. Я вот нанесу на кожу и посмотрю, как он будет на коже. Ну, по идее, он усилит запах кожи, но мне кажется, что к чему вообще это? Кстати, еще ароматы молекулы, они усиливают дополнительный аромат, если вы нанесли до этого аромата. То есть вы, к примеру, нанесли на себя любимый свой аромат, а потом на него сверху побрызгали молекулу, она усилит тот аромат, который был до этого нанесен. Что ж, ну, тут понятно, ничего не происходит, ничего не меняется, вот этот минеральный какой-то оттенок на мой нос. Для меня сейчас стало пахнуть какой-то запахом чистоты даже. Много какого-то стирального порошка. Ну, я бы сказал, что потому что аромат довольно тонкий, то есть его прям уловить так сложно. Следующий аромат это Eccentric 01, и там они намешали каких-то нот дальше. Я что-то подсматривал раньше, но сейчас не буду, посмотрю чуть позже. То есть они а-ля добавили к этому ISA Super что-то там еще. И как я знаю, что эсцентрики, они более громкие по сравнению с обычными молекулами. Ну да, здесь уже слышно лучше, более четко. Я бы сказал, что не то, что громко, но здесь они добавили хоть какого-то еще запаха. Помимо вот этой вот легкой минеральности, древесности, здесь это приятно пахнет. Что-то еще. Здесь уже хвою я чувствую, очень много хвои. Хвои и древесности. Такой более хвойный аромат стал. Мне почему-то слышится мандарин. Да? Да, прям какой-то такой мандаринка, какая-то такая сладенькая. И, кстати, вот сейчас я после первого эсцентрик нюхаю уже первый, и уже он ничем не пахнет. Да, уже ничего не слышно, Все все это пропало. перебивает.
Да. Да, это такая штука. На коже как? Не, ну в целом мне нравится на самом деле С кожи пахнет. вторая молекула. С кожи пахнет и пахнет совсем по-другому, чем с блоттером. На коже какая-то кремовость, какая-то аромат чистоты вот такой вот. Не могу даже объяснить. Просто какого-то только постиранного белья. Приятные. Они такие... И ароматы все более тонкие, такие утонченные. То есть я не думаю, что будет... это будет очень громко, это будет сильно шлейфово. Я думаю, что нет. То есть это такие ароматы с умеренным диффузом. Вот он заявлен как древесный, мускусный, цитрусовый. И там, да, лимон, розовый перец и ирис. К слову, ирис... Но мы не сказали, что в первый вообще. Там только из-за и супер, больше ничего. Изо и супер. Да, там одна только нота заявлена. Что ж, переходим к второй молекуле. И насколько я помню, там тоже какая-то одна нота, кажется... Боже, как она называлась? Я ничего не знаю, какие там ноты. Просто вот сейчас на видео вместе с вами как раз таки разнюхиваю, изучаю. Для меня это все, как сказать, впервые тоже. То ли амброксан, то ли тоже какая-то одна синтетическая молекула. Я знаю только пятую молекулу. Всё. Я сразу открою, чтобы посмотреть, потому что это бессмысленно. Да, это амброксан. И да, я ее чувствую. Она очень тонкая. На самом деле мне напоминает вот эти вот отзвуки бакары. Ну, то есть здесь, не поймите, здесь не сладкое что-то, здесь что-то такое, может быть, даже как запах лака немного. А я вообще не И чувствую. тоже немножко древесно. А я чувствую. У меня слепая зона. Тебе не нужно нюхать то, что ты наносила, потому что это тоже используется как закрепитель, разбавитель и все такое, делать более аромат диффузным. Я И тому чувствую. прочее, он как основа. И если добавить хоть что-то еще, уже амброксан ты не почувствуешь, по сути. Чувствую один спирт. Мне пахнет спиртом. Водкой пахнет. Не, смотри, это, видимо, это оно и есть. Потому что спирт уже выветрился. И да, есть вот а-ля что-то такое, какие-то химические соединения. Короче, аромат водки. Если вы знаете аромат водка Киллиан, вот что-то похожее. Ну, скорее всего, там и есть куча амброксана. Скорее всего, да. Амброксан сейчас почти в каждом аромате присутствует. Он как бустер, как усиляет другие ароматы. Сам он заявлен как а-ля амбровый и мускусный. То есть, типа синтетическая замена амбры получается. Ну, зачем это носить, я не совсем представляю. Мне кажется, это можно с чем-то миксовать. Если у тебя, допустим, есть парфюм, который тебе нравится, но он слишком тихий, можно попробовать, наверное, добавить вторую молекулу, чтобы усилить тот аромат. Если вы так делаете, напишите, пожалуйста. Я не пробовал, но звучит логично, да? Все эти амброксаны часто встречаются, поэтому... Аромат для алкоголика из Москвы. Почему не из Тбилиси? Ну, такое есть выражение. Алкоголик из Москвы. Капец. Хорошо, поедем дальше. Это Эссентрик 2, и полагаю, что туда подмешали просто... Так, что-то не туда я ложу. Чего-то еще. Здесь будет удвоенная водка, наверное. Двойной шот. А здесь уже нет. Здесь уже чем-то напоминает с первого Эссентрик. Ой. А вот здесь мне слышится как раз-таки какой-то ирис, а именно морковочка. И вот двойка Эссентрик пока лучше пахнет и громче всего из всего этого, что мы уже нюхали. Прям явно и четко его слышу. Да, есть какая-то морковность. Но опять же я слышу цитрусы, и опять же какой-то Цитрусы и хвоя тоже. какой-то мандарин. Мне везде они положили мандарин, что в первом, что во втором Эссентрике. Слушай, они для меня не особо отличаются. Для меня пахнет прям елочкой. Такой аромат Нового года.
мандарины, елка, цитрусы какие-то. Ну, это приятно, это приятно. Ну, давай глянем тогда, что во втором эссентрике они заявили. Я даже не могу, знаешь, я же обычно ставлю оценки ароматам. Я даже не знаю, как оценивать эти ароматы по 10-бальной шкале. То есть есть такая теория, то, что какие-то люди не слышат эти ноты, ну, то есть эти молекулы. То есть я не могу... И ты тоже не слышишь. Да, я их не Но слышу, ты и я их ты не же могу слышала оценить. Лиза. То есть я не могу оценить эти ароматы, потому что я просто чисто физиологически не могу их слышать. Ну, конкретно Эссентрик 02. Здесь заявлен еще, опять же, тот же ирис, но добавили еще жасмин. То есть, ну, не зря он похож. То есть сюда добавили Eccentric молекул 0,1. Да, Все да, же. да, да. То есть Эссентрик 1 плюс еще жасмина. Ирис и жасмин. То есть, Ну, они а-ля... особо не парится, знаешь, особо не парится. А еще одну ноту вот вам Как бы, еще да, один вот у меня аромат. целое ведро Изои Супера. Да, добавлю-ка я во вторую Eccentric. Да, ну да, прикольно. Двигаемся к третьей молекуле. Одна нота. Какая же там нота? Кашмиран. Не помню. Нужно посмотреть. С третьей я вообще практически не знаком, даже вообще не знаю, чем это пахнет. Вроде как я где-то читал, вторая молекула Eccentric самая популярная считается. О, а это прям очень хорошо. Это 0,1 просто, да? Это молекула 0,3. 0,3. Это пахнет грейпфрутом. Именно прям мякоть грейпфрута. И очень натуралистично пахнет. Несмотря Ну, на я то, еще хвою какую-то слышу. знаешь, даже, может быть, есть еще такой фрукт, помело, тоже цитрусовый, знаешь, вот пахнет вот этой шкуркой. Ну, в общем... Ну, нет, это не то. Смотри, такой аромат с сейчас я горчинкой. посмотрю. Такой цитрус с горчинкой. Вот горчинка такая, как в грейпфруте. Так, И это приятно. названия мне на самом деле их бесит, потому что запутаться очень легко. Итак, молекула третья. Это ветивер. Ветивер так пахнет. Пахнет Ну, грейпфрутом. в целом, да. Ну, у ветивера есть такие нотки, и часто, к слову, перемешивают и хвою, и грейпфрут. Вот взять тот же Терра де Эрмес. Там вокруг этого ветивера очень много ответвлений в цитрусы и в всякие можжевельники. Ну да. Ну интересно, они тут а-ля натуральный предложили ветивер или что? Нет, я говорю, что молекула это все синтетика. Это все синтетические ароматы Да? полностью, да. Почему и их фишка, то что Гезе Шоен начал создавать ароматы именно синтетические. То есть здесь ветивер будет синтетика. Слушай, мне на самом деле вполне себе Энкренуар напоминает. Да, вот сейчас да. Когда я узнал, что это ветивер, а первые секунды, когда вы его вдыхаете, это прям грейпфрут. Ну, на то оно и первые ноты. Ну, давай посмотрим тогда Эссентрик третий. Полагаю, что они к ветиверу добавили Изои Супера Амброксат. все, что было раньше, и может быть еще что-нибудь. Может быть тот самый грейпфрут мы сейчас услышим. Да. Ну что? Он совсем другой аромат, вообще другой. То есть он вообще на третий просто молекулу не похожий. Вообще другой аромат. Ой. Слушай, пахнуло каким-то люксом, я бы сказал. Он такой довольно Да. резкий. Именно, знаешь, каким-то мужским люксом больше. Да, какой-то такой мужской свежак. Возможно, здесь добавили опять-таки эту, ну, что, мужские, вот что там, лаванда там, да. Какой-нибудь... Ну, мне кажется, что тоже вот ягоды можжевельника, либо вот в какую-то древесную сторону больше пошли. Вот лимон здесь. Я больше даже чувствую лимон. Возможно, это еще и ветивер, вот этот самый так выражается. Если честно, мне третья молекула просто больше нравится. Где ветивер. А здесь что? Ну, посмотрим, как оно, наверное, будет на коже, потому что, ну, так-то пахнет нормально. Пахнет интересно, но
Ну что там, Ну, открываем. люксово. Так, Эсцентрик 3. Древесно-цитрусовый фужерный. Ну вот да, они уже тут развили какую-то историю, добавили лайма, имбиря, перца, чай. Ирис жасмин тот же остался, ветивер тот же остался, и да, вирджинский кедр, сандал, кожа и мускус. Но кожи вообще не слышу, но древесности много, цитрусы и вот все остальное, что мы слышали до этого, все эти синтетические молекулы. Для меня чаем вообще не пахнет, ириса я здесь особо не чувствую. Для меня это просто какой-то лимон или вот лайм, какой-то лайм, лимон. Возможно, имбирь, да, еще дает вот эту... Имбирь все-таки добавляют часто в мужской люкс, мужские ароматы, поэтому вот тебе, возможно, ассоциируются. Ну, может быть, да. Ну, на мой нос, ну, как бы, очень странный в этих молекулах, потому что он очень... Кстати, мне он чем-то похож на Живанши Порухом. Вот этот. Это уже молекула 4, да? Да, это просто молекул 0,4. Оформление, кстати, классное, мне очень понравилось. Такая подача. Но лично я бы сделал коробку еще меньше, ну, типа, тут куча пустого места. Займище. Я как знаю, 4 молекула, она сандал. Здесь сандал, То есть тоже одна нота сандала, да? да. У меня есть подруга Галя, и она мне рассказывала, мы обсуждали ароматы, и она говорит то, что у нее есть подруга, которая Подруга пользуется... твоей подруги. Подруга моей подруги. У которой есть сын, который пользуется. У нее, эта подруга пользуется Eccentric молекула 4, ой, или обычный 4. Окей, То есть мы уже поясним. очень долгое время. То есть и ей очень нравится этот аромат. А я недавно общался в отзыве, какая-то женщина написала то, что ей вообще 4 молекула не нравится. Именно из-за сандала. То есть сколько людей, столько мнений. То есть кому-то он очень нравится, носит его годами и больше другого ничего не использует. Ну, в общем, здесь действительно одна нота сандал заявлена ожидаемо. И это древесный аромат, моноаромат, такая легкая древесинка. Мне он немножко припудривает на самом деле. И ну, он очень базовый, Он душноватый, я хочу сказать. душноватый. Немного есть какая-то душноватость. Но это пудра, то есть он пудровый. Пудровый, да? Да, он тут и заявлен даже, что древесный, пудровый, теплый, пряный. То есть, видимо, вот сандал они такой сделали. И еще хотел бы заметить, что здесь нету маринадов. То есть сандал бывает маринадит. Здесь все-таки больше какой-то теплый такой специевый сандал. Ну, к слову, что такое маринады в сандалах? Это на самом деле альдегиды. То есть сандал не пахнет никакими маринадами. Просто в парфюмерии, там, сандал 33, к примеру, там не только сандал, там они добавили кучу разных других нот, в том числе, вот мы были на одной из встреч, нюхали, вот, да, вот это тебе, попробуй пшикнуть этим, нюхали вот эту маринадные эти альдегиды, то есть вот такие сырые, ох, благодарю. И стало понятно, что это вообще не сантал, а сантал сам по себе он довольно мягкий материал. О, это вот этот Eccentric 4 мне нравится. То есть здесь сантал и что-нибудь еще приятное. Приятно. О. Может быть, подруга моей подруги говорит вот про вот этот аромат, потому что обычная 4 как-то она душновата, да. Я тебе скажу, что вот сюда они примешали все остальное, что мы носили до этого. Здесь опять же все эти цитрусы, ирисы, амброксаны из Супер, мандарины, грейпфруты. Здесь много цветов. Я больше слышу здесь такой цветочный букет. И цветы такие весенние, такие, знаешь, такой легкий, свежо-весенний букет цветов. Ну, вы видите мое выражение лица. Это отвратительно на мой нос. Мне пахнет какими-то, если цветы, то они какие-то скисшие. И какая-то сточная труба. Вот я не знаю, это отвратительный аромат. Что? Возможно, серьезно, молекула 4 лучше, как по мне, сантал, потому что она проще и понятнее древесная. А здесь
Ну, может быть, надо на кожу, но мой нос мне выдает просто помойку. Никого не хочу обидеть, это мое личное мнение. То есть то, как я это считываю сейчас. Тоже сказал Сергей, я это вообще ничего не слышу. Это весенний букет цветов, такой свежий. Единственное, он немного синтетический, химозный. Немного шампунит. Ну, как ты сказал, что тут Знаешь? все синтетическое, да? Ну да, да. То есть прям чувствую шампуневость. Такой цветочный аромат шампуня бабушки Агафьи. Да, да, надеюсь, никто из моих знакомых А что, какие там ноты? не будет им мыться. Так, это Eccentric 4. Ну, давай посмотрим. То есть, что-то мы не подмешали к этому санталу. Я уже полез за следующим. Так, соберись. Соберись, давай. Тряпка. Eccentric 04. Фужерный цитрусовый древесный. Ну да, видишь, можжевельники, грейпфруты, гальбанум, роза и османтус. Ну вот здесь уже роза гальбаном дает вот эту свежую Ну, траву гальбанум какую-то. должен давать что-то горечь. Ну да, она здесь есть. Ну, мы точно почувствовали древесные штуки и цитрусовые, а ты почувствовал цветочки. Ну, да, ну, по-моему, очень на любителя вообще. Ну, мне нравится, нормально. 5-я молекула. Ну что, здесь кашмиран, наверное, я надеюсь. Вот с 5-й молекулой я, как говорил, знаком, мне это нравится. Есть, она у тебя есть, да? ну, в Отливанте. И здесь про много перца. Я вспомнил, вот эта история, тут есть какой-то супер редкий аромат, который все ищут, и по сути это 5-я молекула, да? Нет, 5-я молекула никто не ищет. Ищут, Нет, ищут я кирки. имею в виду, есть другой аромат, который ищет кто-то, и тоже сделал Гюзашон, ренегат, или как он там Ой, называется. Типа 5-я молекула то же самое можно заменить. Сейчас я посмотрю, если в сравнениях. Вообще пахнет похоже на предыдущее. А мне нравится. Плюс, боже, вот этот самый громкий из молекул. Самый громкий. И здесь очень много можжевельника, хвои, такой хвойный лес, но со специями. Специи есть черный перец. Есть также, я чувствую, цитрусы, скорее всего, грейпфрут, что-то такое. Цитрусы с горчинкой. Но мне нравится. Итак, молекула 5. Да, здесь заявлена нота кашмирана. Кашмира. Это искусственная тоже молекула. Насколько я помню, она относится к мускусным молекулам, но имеет, получается, древесные, пудрово-амбровые оттенки. То есть его часто тоже добавляют как какой-то усилитель ароматов, но это ни с чего нет никакой связи там с кашемиром либо с какими-то тканями, это полностью синтетик. Да, итак, хочу посмотреть, с чем это сравнивают, потому что мне в памяти какая-то там интересная история. Пока Сергей ищет, напишите в комментарии, какая ваша любимая молекула из этой линейки. Будет интересно почитать и посмотрим по комментариям, какая же самая популярная. Какую же все-таки любят люди. Будет интересно такую статистику провести. Так, ну давай тогда последний. Это Eccentric 5 я не нашел. То есть я, наверное, путаю что-то, но подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я чувствую себя идиотом. В Что ты не каком-то нашел? смысле так и есть. Не нашел на фрагрантике? Ну, в ароматах, которые сравнивают. Так, и Eccentric 5. А, кстати, который самый редкий аромат у Eccentric Molecule с кински. Кински на тему каннабиса, травы. Вот. Я все мечтаю его попробовать в свое время. Проходил всегда в магазине мимо этого флакона, но его уже сняли с производства, сложно найти. И, к сожалению, все никак не познакомился. Слушай, Eccentric 5 на мой нос очень похож на молекулу 5, но более древесная, более какая-то пудровая. Пудровая и как будто сандал. И добавили как будто 4-ю молекулу. Очень похожи между Сандала. собой. Здесь есть сандал. Ну, сейчас глянем.
Ну вот да, здесь есть, боже, пирамида огромная. Сандала нет, но есть все то, что было раньше. Иза Супер, Амбраксан, ирисы, но добавили цветов, фрезию, инжира, лавра. Слушай, я даже здесь Много-много всего. пачули даже чувствую. Но здесь пачули не заявлены, но как будто есть какая-то подвальность. Вот, это этот аромат Eccentric 5 сравнивают с ароматом Renegades от Göze Shine. То есть вот этот вот Renegades, он очень хайповый, его там все любят, но на самом деле он почти один в один, как Eccentric 5. Откуда ты знаешь, ты что, нюхал кто-то? Я смотрел эту где-то историю, ну то есть я ее где-то там видел, как-то так. И к слову по лайкам здесь, по голосовалке на Фрагре, 31 за, что похож, и 20 против. То есть многие действительно сравнивают. Здесь для меня прям какие-то подвальные немного пачули. Я здесь чувствую пачули. Для меня какие-то зеленые пачульки. И мне все-таки пятая молекула больше нравится обычно. Она более веселая, более такая жизнерадостная. Ну вот что я знаю, Eccentric 5, я его пробовал на своей коже, это классно. То есть он очень классный в шлейфе. И мне кажется, многие эти ароматы на самом деле хорошие в шлейфе будут из-за вот этих странных молекул. Но на любителя и нужно прям походить с ними в магазине, нанести и уйти куда-нибудь подальше на день-два, чтобы осознать, что произошло. Единственное, я заметил в Тбилиси, самая популярная молекула 0,2, Eccentric, который, потому что я периодически слышу шлейф именно вот этого аромата, да. Прям довольно-таки явный шлейф. В Тбилиси здесь популярно. В Питере как-то я особо не замечал. Что ж, в целом мне бренд, ну, на самом деле хороший. Нету ничего реально отталкивающего. Что-то там меня окунуло в мужской люкс, что-то слишком а-ля базовое. Вот это из-за первая и вторая молекула, это бессмысленно, как мне кажется, без чего-то еще. Поправьте меня или скажите свое мнение. Остальные вполне себе ароматы, и я бы сказал, больше даже люксовая история. Что мне не нравится в этом бренде, это дебильные флаконы, которые без крышки, без обвальцовки, они выглядят уродски. Чисто за это покупать не хочется. От Левант красивше может выглядеть. Подытожить это видео, я бы порекомендовал бы познакомиться с пятой молекулой и с третьей. Именно с третьей обычной и с пятой тоже обычной. Eccentric уже меньше мне понравилось. Третья мне сейчас все-таки пахнет грейпфрутом. Если вы любите цитрусовые ароматы, ищите грейпфрут. Прям очень натуральный грейпфрут с горчинкой, с кислинкой, с кожуркой. А пятая я, по-моему, 2 года назад покупал себе от Левант и перед Новым годом. И встречал как-то Новый год. Для меня это вот хвоя, цитрусы. И очень приятно, свеже. И довольно-таки очень стойко. То есть он стойкий, весь день держится. Всю ночь держится. Всем спасибо, что присоединились. Было весело нам. Надеюсь, вам тоже. Ставьте лайк, если было интересно. Подпишитесь. Всем goodbye.